где мои стилисты, визажисты? Не понимаю. Привет, вы на канале Мари Россо. Я всегда делаю только те изделия, которые мне самой очень нравятся. И на этот раз я буквально помешалась на идее сделать брошь ручной работы из бисера. Где-то неделю я засыпала и просыпалась, просматривая картинки, собирая информацию о том, как это сделать лучше. И сразу же приступила к работе. В качестве материалов использовала то, что у меня уже было ранее, но тем и интереснее. Увлеченная процессом, видео сразу снимать не стала, но с удовольствием приступила к созданию еще одной, только на этот раз уже вместе с вами. Первым делом рисую колибри на картонке. Моя цель сделать такого же, только меньшего размера. Затем вырезаю и переношу на фетр. Желательно использовать плотный фетр. Именно на таком я вышивала первую брошь. Этот все-таки для этих целей тонкий и неудобный в работе. Но и на нем брошь получилась, а это главное. Дальше буду использовать пришивные стразы и бисер, который нашла у себя, соответствующий по цвету, среди которого обычный круглый, рубка, стеклярусы и микс разноцветных. Заправляем леску в одно сложение в иголку для бисероплетения, завязываем узелок и закрепляем с обратной стороны. Первыми пришивать буду пришивные кристаллы. Они самые простые, пластиковые. Форма лодочка. Напоминаю, что в своей поделке я решила использовать все те материалы, которые у меня уже были ранее, и посмотреть, что с этого получилось. Располагаю их вдоль спинки колибри, чтобы визуально отделить крылья от туловища. Если присмотреться, вы увидите, что пришиваю стразы я как будто бы буквой L, сверху и снизу каждый. Перехожу иголочкой снова вверх, чтобы начать расшивать крылышко. И я бы соврала, если бы сказала, что придерживаюсь здесь какой-то схемы или логики. Начиная с первой бисеринки и все последующие далее, это какой-то интуитивный переход цвета бисера, его формы, от голубой рубки заканчивая синим стеклярусом. Бисеринка к бисеринке, пришиваю, снова вывожу иголкой максимально тесно к предыдущей и пришиваю следующую. Сначала бисеринки ложатся не совсем ровно. Это объясняется тем, что я выбрала разнокалиберный бисер для расшивки, и первый ряд пока еще не держит форму. Именно поэтому в конце каждого ряда я буду проходить сквозь все бисеринки иголкой, чтобы немного затянуть ряд, и стыки моего неидеального бисера ложились ровнее. Начинаю новый ряд. Снова играю с цветом. От голубых рубки и круглого до круглого темно-синего, заканчивая синим стеклярусом. Снова пронизываю весь ряд пустой иголкой. Этот процесс будет повторяться в конце каждого ряда. Но это не обязательно, если вы используете ровный, дорогой, одинакового размера бисер, отборный, так сказать. Я же делаю пробную брошь из своих запасов бисера, накопленного еще с детства, и просто делюсь своим опытом. Иногда выискиваю среди разноцветного бисера подходящий мне по оттенку. Пришиваю. Чтобы крылышко еще лучше заиграло, в палетку добавляю 4 разных вида голубого бисера. А это и круглый матовый, бисер с мерцанием, и глянцевый стеклярус. А также 3 оттенка розовой рубки. Именно бисер рубка и дает мерцание всей броши.
Как видите, использую даже самые маленькие запасы. Зачем добру пропадать? Продолжаю расшивать брошь уже с учетом новых цветов. На самом деле именно птица колибри может иметь самые яркие цвета перышек. Здесь смело можно поиграться с цветом и переливом. В моем случае это будет переход от темно-синего, голубого до розового с бежевым. Первую в своей жизни брошь колибри я вышивала из головы, поэтому не стала даже снимать видео. Хотела познакомиться с этим видом творчества. И только когда уже вышила крылья и хвост, поняла, что, как по мне, получается очень красиво. И пожалела, что не снимала сразу видео для вас. Ну и затем я все-таки решила сделать еще одну, только немножко поменьше. Вот так я и не заметила, как вышило одно крыло. В верхнем крыле я не стала сразу оттенять розовыми или бежевыми. По задумке оно как раз таки наполовину перекрыто другим крылом, на нем-то мы и отыграемся. Контур второго крыла вышиваю темно-синим стеклярусом, затем голубым, как прежде. И добавляю еще 4 разных вида бисера, только на этот раз бежевого цвета. Пожалуй, это весь бисер, который я буду использовать для крыльев. Сам процесс так затягивает, я просто не могу вам этого передать. Среднюю часть крыла я вышиваю светлыми и ближе к концу немного притемняю. Сам переход цвета мне лично напоминает рисование картин маслами, небрежно смешивая холодные краски с теплыми и наслаждаться увиденным результатом. Продолжаю так вышивать полностью все крыло.
Переходим на хвостик. У колибри он визуально как будто бы отделен V-образным изгибом. Буду расшивать, придерживаясь этой формы. Только на этом этапе у меня впервые закончилась леска. Закрепляю ее с обратной стороны. Завязываю узелок. И снова точно так же закрепляю новый длинный отрезок лески. Продолжаю расшивать дальше. Я, конечно, могла бы урезать этот одинаковый процесс, но подумала, а вдруг вы, как и я, наслаждаетесь этим словно медитацией? Да, пусть это будет наша с вами личная творческая медитация. Ну а когда мне хотелось нарушить правила, внести еще какую-то изюминку, я вставляла ярко-розовую бисеринку или вообще зеленую. Вы можете их увидеть, если внимательно присмотритесь. Но становилось только лучше. Следовательно, вы тоже можете не бояться экспериментировать с цветом и текстурой бисера. Пришиваю крайние бисеринки бежевого цвета. Как же они сверкают! Я очень хотела все поместить в одно видео, но не получилось. Предлагаю не томить себя и сразу же включать вторую часть, в которой мы продолжим вышивать брошь, сделаем клюв, вставим фурнитуру, обработаем заднюю часть броши, а также ее край. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Рассо. По секретику, в этот раз мы встретимся гораздо быстрее, чем когда-либо. Быстрее включай вторую часть.